Всем привет! Меня зовут Таня, и это мой канал о небольшой коллекции орхидей. Сегодня у нас просто какое-то невероятное пекло, дома 30 градусов, хорошо хоть влажность немного держится, потому что если бы было еще и сухо, то приходилось бы очень нелегко и растениям, и мне в том числе. Сегодня с утра уже опрыскала часть своей коллекции и долго думала, что же можно снять. Решила снять небольшое видео о растениях, которые у меня сейчас цветут, либо у которых есть цветоносы. Давайте начнем. Начнем, наверное, с самого обильного цветения, которое у меня есть на данный момент. Это Ианопсис. Вот так вот выглядит это растение. Очень красивое, воздушное, легкое. Называется Ианопсис паникулата. Я его получила в мае этого года без цветоноса. То есть вот видно, он уже был отрезан, видимо, отцвел. Не знаю, в каком году, конечно, цветонос выглядит довольно старым. И у меня он уже после пересадки на блок, я неожиданно увидела небольшой такой цветоносик. Очень долго развивался, медленно рос, я каждый день на него смотрела. Хотелось, конечно, чтобы он поскорее распустился. И вот он. Почти полный распуск, тут осталось 6 цветочков еще ему дораспустить. Выглядит, конечно, он очень нежно. Облачко. Довольно красивое у него цветение. Сам цветок белый. И есть такая розовая окантовка в середине. Я его посадила на блок, у меня тут кокосовое волокно и мох с фагном. Опрыскиваю я его каждый день из своего опрыскивателя помпы, потому что просыхает он очень быстро, особенно в летний период. Я надеюсь, конечно, что зимой он будет поменьше просыхать, потому что мне уже немножко поднадоело поливать все свои блоки так часто. То есть буквально проходит 3 часа, и все уже сухое. Я сейчас смотрю, тут была боковая почка, она надулась. Возможно, он решит дорастить цветонос, чтобы порадовать меня еще более обильным цветением. Вот как-то так. Следующим растением в моей коллекции, которое планировала цвести, но цвести уже не будет, является Сатерасантус шепхиарди. Возможно, это произносится как-то так, я попыталась. Выглядит он немножко странно. Вот такие это бульбочки. Это что-то вроде стангопеи, станхопеи. Единственные в своем роду. У него были листья. Это эквадорская поставка. Но он их сбросил в процессе транспортировки. То есть пришел уже без листьев. Я, конечно же, почитала в интернете, как за ним нужно ухаживать. И что я узнала? Что он сбрасывает листья перед тем, как он собирается цвести. Я такая сразу: о, хорошо, скоро будет цветение, посмотрим на него. Но это могло быть просто на какой-то период адаптации, что ему было сложно, тяжело, сухо, и он их решил сбросить. Поэтому я особо не таила никаких надежд. Но в итоге у меня тут появился такой ростик, направленный наверх. Мне сказали, что это, возможно, будет бульба. Не знаю, что это было. Вот он тут зелененький такой. Я его потом поближе покажу. Смысла здесь показывать на камеру нет, но все равно ничего не видно. В этом я уже убедилась.
появлялись у него небольшие такие чешуйки, но они сразу коричневели, я их убирала. Возможно, сильно влажно ему было, я не знаю. Но вроде как я почитала, что нужно держать его влажным в период, когда в период активного роста, да, и тем более он очень сильно пересох в дороге, корни вроде налились, все хорошо, но, видимо, все-таки переувлажнила я его. Мне он очень нравится, конечно, если бы он процвел, это было бы просто выше всех моих ожиданий. Но, к сожалению, нет. Значит, будем ждать новых бульб, чтобы они уже процвели в следующем году. Также у меня на данный момент цветет талумния. О своих талумниях я рассказывала в прошлом видео. Я оставлю ссылку, чтобы вы могли посмотреть. И последнее растение, которым я с вами хочу поделиться, вот оно. Так, если на него посмотреть со стороны, возможно, даже будет непонятно, что это за растение такое. Анцидиум это, или может быть кто-то другой. Не буду вас томить. Это хавиара. Очень красивый экземпляр именно этот. Бульбы довольно крупные. Видимо, за счет этого цветонос тоже довольно такой массивный. У меня есть еще один экземпляр хавиары, точно такого же сорта. Бульбы не такие налитые, и они не таких размеров, и, соответственно, цветонос совсем другой, совершенно другой. Еще можете посмотреть на корни, какие они просто шикарные. Значит, это сидит у меня в керамике. Кокосовое волокно, ну, не волокно, а вот, как это называется, забыла, чипсы. Мох сфагнум и еще кора здесь есть. Ей понравилось. Сейчас, минутку, я вернусь. А вот этот самый экземпляр хавиары, другой, то есть точно такой же сорт. Ну, то есть можно сразу посмотреть, что даже толщина самого цветоноса, она отличается в 2 раза толще на более здоровом растении, скажем это так. Тоже на 2 цветоноса цветет, очень такая красивая, красно-винно-малиново-оранжеватая. Я потом поближе сделаю фотографию, чтобы можно было это детально посмотреть. Очень сильно жду, когда они распустятся, то есть это будет такой красивый веер, водопад из красных цветочков. Я думаю, они должны быть покрупнее по размеру. Я на это надеюсь, по крайней мере. И последнее растение, это голландское растение. Я его купила недавно в магазине, в котором я работаю. В Ростове он называется цветозавр. Сейчас я покажу, просто нереальных размеров. Гибрид. Это не анцидиум, я так думаю, а какой-то гибрид, возможно, с чем-то смешанный. Так как это голландское растение, точного названия нет. Та-дам! А вот и я. Вот такой просто шикарный куст. Посмотрите на размер цветоноса. Это просто не растение, а дерево какое-то. Очень красивый, такой ветвящийся, воздушный, а самое главное, ароматный. Да-да, я уже говорила о том, что мне очень нравятся ароматные растения. Анцидиумы как раз-таки славятся тем, что они довольно ароматные. И обильно цветущие, и долго цветущие. Ну, в общем, все, что мы любим. Вот тут, правда, только всего лишь 2 бульбочки, то есть не сильно такое разросшееся растение. Зато размер бульбы вот тоже, наполовину руки. Ну, не самые большие бульбы, которые я видела в своей жизни, конечно, но тоже ничего. Я потом ближе покажу вам цветочки, как они выглядят. Аромат, знаете, на что похоже? Вот у меня есть фаленопсис, он пахнет точно так же, только фаленопсис пахнет только в дневное время, когда солнце попадает на него. А этот, как бы мне его назвать, анцидиумный гибрид, он ароматит даже вечером, что меня удивило, потому что
Обычно они это делают только утром. Вот как-то так. Такой красивый цветочек. Там еще в магазине есть много всяких других интересных гибридов. Но, конечно, самый лучший я уже забрала себе. Как-то так. На этом все. Я поехала на работу. Вам хорошего дня. Надеюсь, у вас не такая жара, как у нас. И вы можете как-то жизнедеятельствовать, потому что пока я утром была дома, уже, если честно, даже устала. Все, всем пока.